Всем добрый день. Итак, друзья мои, опять затрагиваем и возвращаемся к теме достатка, денег, имущества. Уже говорила и повторяться не буду. В этом мире деньги решают не все, но практически все и очень многое. Для здоровья, для жизни, для того, чтобы оплачивать жилье, оплачивать учебу детей, помочь своим родителям, помочь друзьям, помочь просто людям, помочь кошкам и собакам, купить им корм, вылечить, раздать людям и прочее, прочее. Везде, во всем нужны финансы. И достаток – это значит отсутствие страха перед завтрашним днем. Это значит спокойные нервы. Но к этому достатку нужно идти. Нужно покидать зону комфорта, работать, стараться, делать, где-то перетерпевать какие-то лишения, чтобы достичь определенного успеха. Когда люди хотят достичь успеха с помощью других, найти богатого мужика, кого-то облапошить, где-то с недвижимостью обмануть, кинуть и так далее. То есть заработать сразу большие деньги. Для того, чтобы Вселенная вам дала достаток, вы должны ей отдать время, силы, энергию, труд. И оттуда уже получить обратно достаток, деньги, вольготную жизнь и прочее. Потому что в любом случае вы чем-то платите. Уже было сказано, отдаете энергию, это и есть ваша плата. Берете помощь. Когда люди начинают говорить или переживать, или делать вид, что переживают, что вот мы просим у Вселенной, вот получаем, вот заговоры получаются, и что нам за это будет? Вам за это будет достаток и спокойная жизнь. А почему? Потому что недостаточно просто сидеть, и любой человек адекватный понимает, что не просто будет читать заговор, и с воздуха будут падать деньги. Да, можно прочитать заговор на подарки, получение подарков, прочитать заговор для распродаж, и у тебя будет возможность попасть в распродажи и купить то, что ты хочешь, по меньшей цене. Но ведь в то же самое время, да, ты работаешь, ты стараешься, ты что-то делаешь. Когда есть благословение и помощь сил, то твоя работа приносит успех. Когда его нет, ты можешь работать 24 часа в сутки. Ты не добьешься успеха. Вот чтобы было благословение сил, чтобы была положительная энергия, чтобы было движение вокруг тебя, чтобы ты притягивал эту удачу, для этого делаются ритуалы. Ритуалы проводятся, заговоры читаются, и человек работает. И тогда с помощью сил привлекает в свою жизнь удачу. Но благодаря своему труду. Это первое. Вот вы отдаете энергию, время, силы, вот вам возвращается достатком. Итак, я вам говорила о заговорах, что есть очень много разновидностей заговоров. Это защитные заговоры, это призыв силы, призыв стихии, призыв богов, призыв темных сил для определенных работ, призыв злых сил для наказаний и прочее. Ну, в этом разбираются больше практики, хотя я раскрывала эти темы для вас, чтобы вы имели представление, что это такое. Но есть призыв определенных персонажей, которые присутствовали в заговорах древности,
может быть, уже в забытых заговорах, менее упомянутых, но в любом случае. И призыв таких сущностей или сильных людей, людей, которые жили богато, в достатке, которые знают, что такое богатство, и поделятся с вами, да, этой удачей, я уже дарила и не один раз. Ведьма Соломея. Далее. Дед Семен. Нет, дед Семен сейчас будет, извиняюсь. Дед Сидор, который славился как знахарь, колдун, хозяйственник, который жил, поживал, и все у него было хорошо. И люди, которые проводили ритуал деда Сидора, и я там объясняю, я отдельно даже прочитала, чтобы не искали волшебный заговор дед Сидор. Увеличивается хозяйство, лучше начинают больше, да, размножаются, собственно говоря, и скот, и птица, и они не болеют. Если вы живете в квартире, у вас больше становится того, что у вас уже есть, кольца, шубы, дары, какие-то сувениры, деньги, в конце концов. Вот на что читаешь, то увеличивается. Дальше у нас, различно, много. Я уже сейчас не буду перечислять, это долгое время. И это все персонажи. Кто-то из них был колдуном, ведьмой, кто-то был просто богатым человеком, да, княгиня Агафья поделится богатством. Это люди, которые в истории были известны как люди, живущие хорошо. Значит, им благоволила судьба, значит, у них была удача. И призывая их сущности сильных людей, удачливых, богатых людей, вы как бы одну часть вот этого богатства, благословения берете на себя. Вы привлекаете эти силы на свою сторону, и они начинают давать вам то, что вы хотите. То есть вы начинаете жить так же хорошо, в достатке и без каких-либо финансовых проблем, как жили они в свое время. Ведьма Анеюшка приумножит богатство. Это все для того, чтобы приумножалось то, что у вас есть. Итак, согласно преданию, дед Семен и бабка Лукерия – два человека, которые очень хорошо жили, богато жили. Одни говорили, что им помогают лесные духи, потому что они жили рядом с лесом. Другие говорили, что дед Семен был знахарь, а бабка Лукерия была ведьма, поэтому они хорошо жили. Но как бы там ни было, сейчас мы призовем их силу, их энергию, да, их сущность в заговоре для того, чтобы точно так же жить в достатке, как жили они. Что дают эти заговоры? Дорогие друзья, вы иногда забываете даже, что вы что-то читали. Просто как бы входит в привычку читать постоянно, обновлять, усиливать денежную силу. А потом в какой-то момент что-то у вас получается невероятное. И вы внезапно вспоминаете, что вы же читали вот неделю назад. Но вы прочитали, отпустили ситуацию. То есть вы не думаете день и ночь об этом. Вот сейчас там засекли время, через 5 минут должно уже получиться. Нет. Вы просто все время обновляете свою денежную силу. Все время. Если чистки и прочее достаточно на долгое время, пока снова никто не сглазил что-нибудь такое, не пожелали, то денежная сила, она капризная, она быстро заканчивается, денежная энергия. Поэтому ее нужно обновлять постоянно. Этот заговор, призыв, что он вам даст? Вот смотрите, вы работаете, занимаетесь делами, и потом замечаете, что с тех пор, как вы начали проводить денежные заговоры, у вас постоянно идут деньги из ниоткуда. Что у вас за год, вот садитесь, посмотрите, вот в течение года, в начале года и в конце, прям разделите тетрадь, что у вас было в начале года и что в конце года, недавно год закончился, да, следующий, то есть прошлый, извиняюсь. И вы увидите, что у вас добавилось украшений, что если у вас золото было в ломбарде, вы выкупили, что вы купили машину, что вы оплатили кредит. То есть вы постоянно же не думаете об этом, вот что, как, чего. Хотя бывают такие моменты, прям
чудесные моменты, когда невозможно не задуматься, но в любом случае вы читаете, отпускаете ситуацию. У вас просто входит в привычку все время обращаться к этим силам, получать. И садитесь и подумайте, посмотрите, сколько у вас добавилось имущества и прочее. Постепенно, друзья мои, через 5-6 лет вы заметите, что вы человек уже среднего достатка, а потом уже более такого высшего достатка и так далее. И можете дойти до богатой жизни. Потому что богатая жизнь – это одно, а жизнь в достатке – это другое. То есть вы можете накопить, вы можете купить все, что вам хочется. Это и есть достаток. Многие говорят, мне этого достаточно, я хорошо живу, и мне хватит. Я не хочу там свою жизнь тратить на яхты и самолеты. Но достаток призывать в жизни, это нужно. Нужно вам, вашим детям, вашим родным, близким. Да и вообще, как вы поможете кому-то, если вам есть нечего? Задумайтесь. Просто еще раз повторяюсь слова, что вот нищие да духовно богатые, этого не существует. Нищий человек ненавидит, завидует всем. Ему не до духовного богатства. Ему думается, что завтра есть. А для этого нужно шевелиться. И многие из них, не все, конечно, бывают обстоятельства, война, разруха, там, воровство, все что угодно. Есть много различных причин, из-за которого человек остается как бы один на один со своими бедствиями, трудностями. Но это редкие случаи. В основном человек сам виноват, его разум виноват, то есть отсутствие его разума, что он плохо живет. Потому что рано или поздно, годам к 30-40, человек уже этот достаток нарабатывает. Он уже понимает, как жить, что он хочет, чем хочет заниматься, что для него будет прибыльным и так далее. Да? Он уже утверждается в жизни. Так вот, вы это делаете, проходят годы, и вы замечаете, что и вашим детям хватает, и помочь можете кому, и себе уже можете позволить купить то, что вам нравится. И вот так вот до бесконечности, понимаете? Вот для чего даются эти заговоры. Они призывают в вашу жизнь положительную динамику, то есть положительную силу, которая вам помогает всегда быть на плаву, всегда суметь пережить кризисы, всегда иметь еду на столе, одежду, какую хотите. То есть жить в достатке. Итак, работает принцип этого заговора тем, что вы призываете, и то есть вы призываете их силу, и вы просите у их энергии, извиняюсь, такого же достатка, как они жили своей жизнью, при жизни. То есть вы просите также хорошо жить. И эти силы делятся с вами своей удачей. Точно так же, как вызов ведьмы Анеи, которая работает очень быстро и очень эффективно и хорошо. И многие говорят, что у них приумножилось. То есть одно становится два. Одна машина была, читаете постоянно машину, через некоторое время 2 машины купили. Одна была шуба, уже 3. Понимаете? И так далее. Вот по этому принципу оно работает. И здесь также. Почему в денежных заговорах повторяются слова шелка, меха, золото? Вы настраиваете вот этот вот ваш виртуальный мир на достаток, постоянно как бы призывая атрибуты богатства. Дело в том, что не только шелками и мехами богат человек, но атрибуты богатства должны быть. Теперь, если это алтарь, на алтаре должно быть украшение. Некоторые, а если у меня нет украшения, если нет украшений, значит, проведите ритуалы, начните с малого, начните более попроще. Они такие же сильные, просто они попроще немного. До того, пока не накопится. Теперь, в этом ритуале не обязателен алтарь. Но если вы хотите, желаете, вы можете создать алтарь. Здесь ваша фантазия. Можете шубу, значит, стелить на алтарь. Можете украшения положить на алтарь и начитать. Но, с другой стороны, открывайте шкаф, смотрите на свою... Есть у вас шуба, есть у вас шелк, есть у вас пальто дорогое, неважно. Читайте на это. Открывайте кошелек, читайте на деньги. Читайте на сувениры в доме, они приумножатся. Читайте на машину или сидя в машине. Вот вы, глядя на то, что у вас уже есть,
на это все начитывая, вы усиливаете, вы призываете эту энергию денег на все ваше имущество, и оно будет увеличиваться. Понимаете? В чем, то есть, как работает данный заговор, именно конкретно вот этот. Теперь, начитать нужно 9 раз или 12 раз, смотря как хотите. Вот выберите определенные точки, там дома определенные углы, определенные места, где вы будете читать по одному разу. И 9 раз. Можете прям стоя посреди комнаты, глядя на всю обстановку дома, читать. И через некоторое время у вас это все обновится. Потом здесь есть такой момент, когда перечисляются атрибуты богатства, но можно добавить и от себя. То есть вот шелка, бриллианты, дальше вот можете добавить машины, квартиры, дома, дачи. То, что вам хотелось бы приумножить. Может, у вас несколько, желание иметь несколько домов для всех детей, да, всех своих детей обеспечить жильем. Читайте, через некоторое время вы действительно это сделаете. Пусть это не через год, но, может быть, через 1,5, может, через 2, понимаете? И я даже хотела бы вам вот привести пример из предыдущих работ. Я буду иногда это делать во время проведения, то есть когда я вам буду дарить ритуалы на богатство, чтобы вы имели представление, что примерно происходит, как меняется, что вообще происходит, какие перемены. Иногда приводить пример во время вот чтения ритуалов. Сейчас вот Валентина Васильевна, она так подписана, под ритуалом. Ритуал богатства, я сейчас извиняюсь, точно не помню. На быстрые деньги. Все правда, уважаемая Инга. Липни к деньгам, к рукам. Там написано. Тут переписала, как только вы нам его подарили. Мужу мать ни с того ни с сего дала 400 тысяч рублей, чтобы он погасил кредит, в который влез с бывшей женой. Хотя свекровь достаточно жесткий человек. Вчера мы оба сидели в полном шоке. Вот показываю вам. Вот это вот, как бы я отделила. Да что ж такое? Сейчас извиняюсь. Вот. Угу. Значит, вчера мы оба сидели в полном шоке. Читаю этот заговор каждый день, плюс еще делала на помощь любимому, работает инженером в «Газпроме». Их заставляют делать прививки от коронавируса. После ритуала он сдал на антитела анализ и показал 99%. Сейчас новый закон. Если есть достаточно антител, значит, не делают. Ну и хоть какая-нибудь лазейка появилась, слава богам. Значит, 99% якобы антител. Ему их делать не нужно, чему я безмерно рада. Да и вообще, как поменялась моя жизнь, я в шоке. Благодарю вас, Инга, долгих счастливых лет жизни. Еще от этих прививок, когда заставляют, очень хорошо помогает ритуал ведьмака Ивана, сохран или защита, не помню сейчас, как я назвала. Он тоже очень хорошо помогает. Как-то обходит стороной. Теперь вот это показываю на быстрые деньги. Здравствуйте все. Что вообще происходит? 3 дня назад смотрел это видео. Тем же вечером пришли ко мне люди и предложили работу. Сегодня уже получил деньги за работу. Как такое вообще возможно? Просто видео посмотрел, никаких ритуалов не делал, а такой эффект. Очень сильная работа. Сейчас моя благодарность автору этого канала. Особенно мужчины, когда скептики, да, вы знаете. Почему так происходит? Потому что, когда вы смотрите, иногда пропускать через подсознание, понимаете? Смотря насколько, если вы энергии сильный человек, вы можете просто, повторяя за мной, получить данный эффект. Ну, лучше, конечно, провести. Но даже такое возможно. Любовь Зинченко, вот она пишет. Добрый вечер, я в шоке. Прочитала ночью, когда смотрела и переписывала слова заговора. Сегодня утром, вечером пришли от зятя 10 тысяч. Реально я в шоке. Нет, я знала, что у Инги все работает 100%, но все равно удивлена. Благодарю от всей души. И еще один прочитаю. Для чего я это делаю? Чтобы вы поняли, как оно срабатывает.
И чтобы вы не ленились ради себя всего-то взять и начитать и приумножить ваше имущество. Так. Доброе утро, моя хорошая, глубоко уважаемая Инга. Я на днях увидела заговор «Липнет деньга к рукам». И на следующий день, прямо на работе, прочитала: я работаю парикмахером. Буквально через 10 минут народ пошел, до вечера была работа. Не устаю вас благодарить. Дай Бог здоровья вам, наша умница. Люди дорогие, когда вы говорите: вот я работаю там парикмахером, косметологом, есть специальный ритуал. Зачем специальный ритуал для парикмахеров? Объясните мне. У вас же от клиентской базы зависит, от клиентов, правильно, ваш заработок? Да и вообще любая работа, сейчас больше всего людей работают или на себя, или для кого-то работают, но там проценты получают от продаж. Какая проблема? Читайте для приумножения клиентов. Есть у меня, называется, заманить деньги. Что еще? Все, уже забыла. Денежный сохран, преувеличить поток продаж. Это тоже от клиентов зависит. Там, вы же тоже продаете свои услуги, то есть вы делаете прическу, макияж и так далее. Читайте на деньги и приумножение клиентов. Зачем отдельно создавать для поваров, для дворников? Да каждый из вас берите и читайте. А что касается людей, бюджетников, которые мне пишут: вот там, а бюджетники, там, например, если мы не продаем ничего. Вы знаете, увеличивают зарплату. Уже не первый раз я это читала. Премии дают, подработки. Теперь, уважаемые пенсионеры, все время жалуетесь, пишете: вот вы даете, а вот пенсионерам что делать? Дорогие друзья, если вы выходите на пенсию, это значит, что у вас есть огромное количество свободного времени. Возьмите, сделайте дополнительный заработок. Неужели не хотите жить лучше? Вы у меня что хотите, чтобы я дала ритуал на преувеличение пенсии? Но такие, понимаете, всякие бывают чудеса, но не до такой же степени, чтобы с воздуха. Ну, подарят вам деньги, дети будут помогать, ну, может быть, какую-то помощь окажут. Но если вы на пенсии, у вас есть время, да возьмите, займитесь вышивкой, я не знаю, посмотрите, сейчас такой век, сейчас столькому можно научиться даже через интернет. Ну, чем-нибудь займитесь, чтобы источник был. Нужен источник денег, откуда будут приходить деньги. Да, вы начитали заговор, но должен быть источник, на что вы читаете. Если у вас муж работает, вы в декретном отпуске, спрашивают, можно ли читать. Можно, придет через мужа достаток, понимаете? Для своих детей есть ритуалы, где можно для них читать, но денежные вот такие, если я не говорю, что можно для других читать, значит нельзя, потому что человек сам должен уважать силы, чтобы они ему помогали. Займитесь на пенсии чем-нибудь. Вышивкой, пироги там испеките, торты. И будет вам источники, будете читать, и будут деньги. Как с воздуха. Вот вы даете, а вот просто так же, ну просто так и мне не приходят деньги. Понимаете? Ну нужен источник. Вы должны отдать что-то Вселенной. Свое время, свои идеи, свою энергию. Как вообще из ниоткуда просто так сейчас вот через печную трубу посыпятся на вас бриллианты. Вот так же не бывает, понимаете? Ну, может, бывает в сказках, да, но не в жизни. Итак, читать 9 раз или 12. Значит, да, иногда спрашивают: вот вы там одно слово так сказали, потом так почитали. Послушайте, если какое-то слово в повторе я немножко не так прочитала, это не трагедия. Самое главное, что нужно, и те ключи, которые есть в ритуале, вот это все самое главное соблюсти, и все, оно сбывается. А если сильно переживаете, ждите текст, внизу по тексту прочитайте. Я тоже человек и устаю, и у меня тоже бывает неразборчиво написала, и у меня много работ. Понимаете, отнеситесь к этому с уважением, с пониманием, что ли, с тактичностью, что ли, я даже не знаю как. А то вынь да положь, знаете, все вот сделай, и там прям как надо все, чтобы мы ничего не писали, ничего. Мне даже уже обнаглевшие до такой степени внизу, то есть в WhatsApp мне пишут: вот в этом-то ритуале вот слова отправьте мне сюда, понимаете? Ну, уже я, конечно, пару ласковых слов, горячих говорю, ну, а вообще заношу просто в черный список. Но это, знаете, как там в фильме «Тихий Дон», хамы вы, да? Вот так и есть. Ну, не переходите грань. Во-первых,
большинство ритуалов внизу текст есть. Иногда YouTube непонятно, почему текст убирает. Может быть, большие тексты исчезают. Не знаю, мы снова ставим, если там нету. Но, извините меня, остановите, пишите, если вам срочно надо. Это что вообще за... Извиняюсь. Обязательно хочется на Китайскую гору, да, на бесплатное путешествие. Потом скажешь, что я вот грубая, там, оскорбляю, обижаю бедных несчастных. Но для себя переписать вообще возможно? Еще и хватает совести мне сюда, отправьте мне текст. Что еще отправить-то? Может, курьера еще отправить с этими, со свечами благовониями? Имейте совесть, господа. Итак, начнем. Жили-поживали, добра наживали, богатство копили, сытно ели и пили дед Семен и бабка Лукерия. Терем у них добротный, хозяйство ладное, скотина и птица без счету во дворе. Сад и огород фруктами и овощами богатый, а в закромах полно серебра и злата. Едят сытно, доживут в достатке. А деньги так и сыпятся со всех сторон света. Дед Семен и бабка Лукерия, благословите меня и мой дом, и мои закрома, и мои сундуки, и мои кошельки на богатое житье. Мне сытно есть, мне жить богато, мне собирать в сундуках серебро и злато, камни и меха, бриллианты и шелка. И дальше можете перечислять машины, квартиры, шубы, что хотите. Ни в чем себе не отказывать. Себя да семью свою радовать. Жить мне так же богато, сытно да уютно, как дед Семен и бабка Лукерия. Заклято. Забыла сказать, те, которые живут в селе, вы можете прочитать еще рядом с коровником, с курятником, не знаю, в огороде. Понимаете, вот по одному разу везде, во всех местах отмечайте для себя, что вы хотите, где вам нужно приумножение. Там читайте. И через некоторое время вы увидите, какое огромное богатое хозяйство у вас появится. Если есть, приумножится. Если вы фермер, читайте на своем поле. Понимаете? В гараже читайте, если хотите вторую машину приобрести. Оно притягивает, эта энергетика притягивает, постоянно притягивает из ниоткуда, из дополнительных источников, деньги дарят. Люди, подходящие с вами знакомятся, подходящие предложения делают. Вы не думайте о том, как это будет происходить. Вселенная сама даст. И не бойтесь никогда много просить. Пусть у вас не будет сомнений, ой, слишком что-то я много перечисляю, и то, и это, и чтобы у меня были там машины, квартиры. Не надо. Вы просите много, из этого много, определенный процент вам дадут. Понимаете, вы просите. Это не обязательно, чтобы через там 2 месяца у вас уже 3 квартиры были. Но, по крайней мере, через год у вас появится возможность купить дачу, земельный участок, смотря чем вы занимаетесь. Понимаете меня? Не бойтесь. Человек всегда боится мечтать. Он все время думает, блин, я что-то наглею, столько хочу, вот что-то я... Я вам хочу сказать, что я когда-то взяла и написала список того, что я хочу. Но нужно писать, я вас учила, не будущим числом, что у меня будет, а у меня есть. Вот вы себе прилепили это. Есть. Ну, я учила вас. Откройте, посмотрите закон денег. Как нужно и что нужно вообще мышление свое менять. Внутри меняйте сначала, потом снаружи все изменится. Так вот, я когда убирала квартиру, ну, перед тем, как уже начинала собирать вещи и переезжать, все такое, и я обнаружила записку. Думаю, что за записка? Когда было написано? Открываю, моя запись, написанная где-то 8 лет назад. И вот все, что я там написала, и про книги, которые буду издавать, и про все. Вы поверите, и про благодарность, и дары, и про то, что меня знают очень многие. Я даже цифру написала, сколько миллионов должны меня знать. Вот все по пунктам сбылось, и даже больше. Хотя в тот момент я, знаете, в любом случае, даже я, говоря людям, в тот момент я просто для себя даже испугалась этих мыслей и думаю, а вот не слишком ли много я говорю? А возможно вообще мне такое? Понимаете, даже я где-то испугалась и подумала, что это может быть слишком высокомерно, я что-то пишу.
Нет, вы пишите, оно вам дастся. Понимаете? Еще раз напомню вам машину, когда садитесь, вы не думайте, как бензин сюда поступает, как мотор работает. Вы просто сели, завели и поехали. Вот то же самое. Вы попросили, а Вселенная сама подумает, каким образом, через кого вам это дать. Еще раз читаю, потому что память заканчивается. Но вам сказала, сколько раз читать. Я думаю, вы запомнили. Жили-поживали, добра наживали, богатство копили, сытно ели и пили дед Семен и бабка Лукерия. Терем у них добротный, хозяйство ладное, скотина и птица без счету во дворе, сад и огород, фруктами и овощами богатый, а в закромах полно серебра и злата. Едят сытно, да живут в достатке. А деньги так и сыпятся со всех сторон света. Дед Семен и бабка Лукерия, благословите меня и мой дом, и мои закрома, и мои сундуки, и мои кошельки на богатое житье. Мне сытно есть, мне жить богато. Мне собирать в сундуках серебро и злато, каменья и меха, бриллианты и шелка, и дальше по списку. Машины и квартиры, и дачи, и земельные участки, и так далее. Все, что вы хотите. Ни в чем себе не отказывать. Себя да семью радовать. Жить мне так же богато, сытно, да уютно, как дед Семен и бабка Лукерия. Заклято. Просите и будете получать. Не ждите, пока за вас кто-то сделает. Когда вы голодны, идете, берете хлеб и кушаете. Вы не ждете, пока кто-нибудь догадается, что вам хочется есть. То же самое. Вселенная не обязана догадываться, что вы хотите хорошо жить. Просите и получайте. Хочу, имею право и обязана жить хорошо. Это мой девиз. Я каждое утро говорю. Я обязана хорошо жить. Просто обязана. Не то, что я должна, я хочу. Я обязана просто. Это моя обязанность. Я пришла в этот мир. Я должна и обязана хорошо жить. Вот и все. Всем удачи. И эту мантру повторяйте постоянно.